Поставки по турецкому потоку превысили объемы, которые «Газпром» поставляет через Украину. На время профилактического ремонта Северного потока южный маршрут стал основным для экспорта российского газа в Европу. Импорт наращивают Румыния и Болгария, которая получает российский газ по обмену с азербайджанским топливом и СПГ из США или перекупает его у греческих трейдеров. 12 июля поставки газа по турецкому потоку в Европу выросли до 45 миллионов кубометров в сутки. Такая сверхпроектная реноминация указывается на платформе операторов ГТС ЕС «Енсак» на пункте Странджа-2 Малкачлар на границе Турции и Болгарии. В этой точке европейская нитка Черноморского газопровода входит в газотранспортную систему Болгарии. Последний раз такой уровень поставок фиксировали в феврале. Во второй половине июня турецкий поток находился на профилактическом ремонте, после чего суточные поставки восстановились до около 36 миллионов кубометров в сутки. 11 июля они выросли почти до 42 миллионов кубометров, а 12 июля превысили проектную мощность европейской нитки газопровода. Таким образом, турецкий поток стал основным маршрутом экспорта «Газпрома» в Европу. Украинский транзит, по данным оператора ГТС Украины, по-прежнему составляет от 41 до 43 миллионов кубометров в сутки. Накануне, 11 июля, «Газпром» остановил «Северный поток» на 10-дневный профилактический ремонт, но не стал наращивать мощность поставок через Украину. С одной стороны, в долгосрочных контрактах прописаны пункты сдачи топлива в Европе. С другой, очевидно, в «Газпроме» вполне справедливо считают, что невозвращенный из ремонта газоперекачивающий агрегат из-за санкций Канады – проблема Европы. Она и должна ее решить, чтобы после профилактического ремонта восстановить мощность Северного потока. С начала июня она снизилась с 167 миллионов кубометров до 67 миллионов кубометров в сутки, сообщали в российской компании. Судя по данным Енсак, рост поставок газа по турецкому потоку связан с увеличением импорта российского газа в Румынию и Болгарию. Последняя уже не получает его напрямую от «Газпрома», так как Булгаргаз отказался переходить на новый механизм расчетов за российский газ. Болгарии необходимо срочно заполнять хранилище, чтобы подготовиться к зиме и выполнить требования Еврокомиссии о заполнении ПХГ на 80% к 1 ноября. К 13 июля заполнение хранилища Чирен составляло 38%. В нем находилось 209 миллионов кубометров из 550 миллионов кубометров возможных.